Здравствуйте! Сегодня у вас в гостях самая лучшая мама на свете. Как вы думаете, кто это? Амина Зарипова! Ура! Такие дифирамбы великий, крутой. За меня думала Ирина Санна. Они орут, кричат. Это огромный стресс. Это невероятно страшно. Я просто встала в ступор, я боялась. Олимпийские игры в Атланте. Для меня это была трагедия. Это единственное, наверное, то, что мне нравится. Какая-то комбинация. Какой бы совет сейчас тренеру вы дали? Если молодой человек хочет, он придет. Какая была ваша первая мысль? Я сделала все. А вообще от гимнастики? Да. Нет, ну это нереально. Я успеваю делать все. Выбежала в красивом купальнике, с красивым макияжем, ленточкой покрутила. Наша олимпийская столица. Та-та-та-та-та. Амина Васильевна, спасибо большое, что стали героем нашей программы и пригласили нас к вам в гости. Спасибо большое, тем более мне очень приятно, что моя ученица, я тебя все-таки тренировала, согласись, да, здесь хоть какой-то маленький промежуток времени ты провела со мной. Да, спасибо большое, правда. Да, моя ученица вот берет у меня интервью, дожила. Мне кажется, весь мир нынешней художественной гимнастики знает вас таким модным словом, как крутого тренера. И мало, к сожалению, сейчас знают вас как великую гимнастку. Из-за этого хотелось бы начать интервью с вами немножко, как вы пришли в гимнастику, с чего начинался ваш путь в Узбекистане. Ну, это, конечно, очень, когда такие дифирамбы великий, крутой. Я, в общем, так не считаю. Великих гимнасток на самом деле было очень-очень много. Я не дождалась, вернее, не получила каких-то больших результатов, как я считаю, в гимнастике. Причем, наверное, по своей вине или так сложился случай. Но в любом случае приятно за такие эпитеты в мой адрес. По поводу того, как я пришла в гимнастику. Гимнастикой я начала заниматься поздно. У меня 2 попытки было начать заниматься гимнастикой. Это было, в общем, как это раньше было больше, наверное, в Советском Союзе, когда приходили в 7 лет к детям в 1 класс и выбирали в группы, набирали детей по их природным данным, какие виды спорта они пойдут. Вот в 7 лет к нам в 1 класс пришел тренер, и меня отобрали, в общем, в группу художественной гимнастики. Походила я ровно, наверное, месяца 2-3. Не потому, что я не хотела, просто выбрали меня и мою подружку-одноклассницу. У нас там случилось ЧП, мы ездили на тренировку с ней вдвоем. Родители нас, бабушки, не провожали, было безопасно ездить, мы ездили сами, поэтому, выходя из зала или доезжая до зала, были какие-то бесконечные шалости. У нас вот случилось ЧП, после чего нам родители не разрешили ходить, они уже начали за нас переживать. И следующая попытка моя прийти в зал уже была в 10 лет. Абсолютно она осознанная была, потому что я увидела гимнастику по телевизору и прям заболела. И я маме сказала, что мама, вот теперь я хочу сама, мне уже 10 лет, точно никакую передрягу я не попаду в какую-то неправильную историю. И в 10 лет я вернулась к своему первому тренеру Нина Николаевна Каплан в своем городе, где я родилась, в Черчаке. Начала там тренироваться. И начался путь Амины Зариповой как гимнастки. Вы одна из тех гимнасток, который начался путь Ирины Александровны уже в Москве. Насколько сложен был тот момент переезда? Вы прорубали, можно сказать, окно в Европу, да. Да, ну у Ирины Санны было до меня, безусловно, да, именно в Москве мы были первыми. Была я и Яна Батыршина. И, в общем, насколько сложно, честно, сколько мне лет было? Мне было лет 13-14. Я совершенно не помню, насколько было это сложно для меня. Это было, наверное, сложно для Ирины Александровны, для взрослого человека. Я все-таки ребенок. И для меня какой-то глобальной психологической разницы или сложности. Не понимали тот я не груз понимала, ответственности, абсолютно, что конечно. вы сейчас совершаете для истории художественной гимнастики? Для истории вообще не понимала. Меня забрали, я абсолютно любила и люблю Ирину Александровну. Я понимала, что она мне отдает в обиду, я все с ней. И что будет дальше, мне было настолько все равно.
И я не понимала. За меня думала Ирина Санна. Принимала решения, куда, сюда она меня приводила. Я была с ней под ее крылом, под ее опекой. И насколько сложно было, надо спрашивать у нее. Надеюсь, она тоже когда-нибудь будет участником, гостем вашей программы. Мы знаем, что первая именно золотая медаль чемпионата мира не далась вам с первого раза, если не ошибаюсь, с третьего раза. И есть в предыдущих интервью вы рассказывали, что Ирина Санна, сейчас скажу, разодрала вам ухо. Расскажите, насколько это была ситуация, и были ли вообще смешные ситуации, такие яркие ситуации, которые вы помните с первых своих чемпионатов мира? Ну, смотри, начнем с того, что, наверное, все-таки первые медали мои, такие первые успехи были, мы переехали с Ириной Санной еще до развала Советского Союза, и первая моя медаль, вернее, первая и последняя медаль у меня была, в принципе, я могу в какой-то степени этим гордиться. Мы выиграли первенство чемпионата Европы еще с командой Советского Союза. А дальше, понятно, был развал, и был мой первый чемпионат мира, действительно, он был в Аликанте. Я не знаю, почему журналисты так интересуются этим случаем. Наверное, какой-то душещипательный, но я не считаю, что здесь что-то сверхъестественное или сверхстрашное, или сверхуникальное. Что очень мало информации вообще Нет. про эти... Ну, такие случаи, наверное, да. Но была самая банальная история, потому что это был чемпионат мира, это Испания. Девочки, которые выступают в Испании, они прекрасно знают, что это за публика. Они орут, кричат, это народу, это неимоверный шум в зале. И выходить туда, когда ты на ковре одна, весь стадион, весь зал для тебя, это огромный стресс, это невероятно страшно. Потому что, ну, в общем, как бы ты понимаешь, да, о чем говорю, вот это волнение на соревнования, ты выходишь, выступаешь за страну, и вот это все перед тобой, у каждого защитная реакция организма своя. Определенная. Я просто встала в ступор, я боялась, я не знала, что я не помню там, мне страшно, я плакать хотела. Ирина Санна правильно на тот момент приняла действие, решение. Она просто меня взяла за ухо, чтобы меня немножко растормошить. Да, она там, кто по попе пьет, кто щипают. Она меня схватила за ухо, и, ну, ноготь был у нее, который он просто порвал кожицу на ухе. И кровь эта капнула на белый кафель в туалете, который меня абсолютно отрезвила. И вот, опс, как-то прошла пелена, и мы пошли выступать. Я, если честно, вообще даже не помню, какой там результат был. По-моему, сборная России тогда заняла 3-е место. Не буду врать, я тоже не знаю. Ну, поэтому какие-то там медали у меня были, я совершенно не помню. Я не отношусь к ним вот какой-то к своей биографической истории, когда меня спрашивают... Нет, в Вене вы выиграли как раз первое золото. Вот еще раз, Азиз, я к этому отношусь так, что спрашивают меня, сколько медалей, где я завоевывала, это не про меня. Откройте Википедию и посмотрите, там сейчас гораздо все будет точнее и правильнее, наверное, потому что я это совершенно не помню. Я могу рассказать вам, где мои ученицы что выигрывали. Сейчас мы до учениц обязательно дойдем, потому что все-таки хочется рассказать как раз о вас как о гимнастке, потому что почему этот вопрос? Потому что очень мало информации, и, к сожалению, сейчас, если много видео в интернете нынешних учениц, то вас очень мало, и из-за этого хочется хотя бы какие-то истории про вас. А самое забавное, что это не только вообще про мое поколение. Я думаю, что через 4 года, через 5 лет, через 10 лет уже никто и не вспомнит, по большому счету, и Риту Мамон и Яну Кудрявцеву. Но останутся хотя бы видео. Видео останутся, да. Это поколение детей, которые вообще даже сейчас им рассказывают о том, что первая олимпийская чемпионка была, например, Лори Фан из Канады. Да, не Они из России. Не знают, да, не из России. Или Марина Лобыч, которая выступала за Беларусь. Их нет. Ведь таких детей очень мало. Поэтому, когда я вот провожу свои сборы, я в том числе стараюсь на сборах, чтобы дети залезали в интернет, я им делаю анкетки, такие вопросики, чтобы они залезали в интернет и узнавали что-то про историю вообще гимнастики в целом. Вот мы как раз, одной из наших задач, как раз ставим популяризацию гимнастики, именно чтобы не нынешних 2 чемпионок знали, которые Олимпиаду, а целую историю, тем более столько историй девчонок, которые не выиграли олимпийское золото, но остановились там на чемпионатах мира или Европы, и их имена, к сожалению, Удачи не знают. вам, правильно, абсолютно. Самый яркий этап вашей карьеры, про который тоже почти ничего нет в интернете, Олимпиада в Атланте, Олимпийские игры в Атланте.
Расскажите, что это, потому что даже вопросов не можем, потому что очень мало информации из предыдущих интервью. Я не знаю, что рассказывать. Это были единственные мои Олимпийские игры как спортсменки. Они, конечно, Олимпийские игры — это вообще уникальные такие соревнования, которые я прошла через 20 лет со своей ученицей, с Ритой Мамун. Да, я заняла 4-е место в all-раунде. Я проиграла 0,05 третьему месту. Для меня это была трагедия страшная. Как тогда казалось, что мир остановился, и можно То есть после этого... это была трагедия? Это была трагедия, да, это была для меня, безусловно, трагедия, что мир остановился, что жизнь после Олимпийских игр заканчивается. А если ты тем более, не то, что там, это вот именно 5 вот этих сотых, которые вот, можно умирать просто, идти и умирать. Но вы себя вините? Или случай, что все-таки... Ну, на мой взгляд, тогда была все-таки такая судейская несправедливость, что девочки с потерями были на пьедестале, а я, которая прошла без потерь, в итоге 0,05 проиграла. Ну, опять же, это все наш вид спорта, который... Как это слово, господи, забыла. Только субъективно. Субъективно, вот. Спасибо большое. Субъективный вид спорта, да, вылетело из головы это слово. Тогда перейдем уже к следующему вашему этапу. В 98 году вы заканчиваете карьеру гимнастки, в 99-м вы начинаете тренерскую карьеру. И в 2002 году, опять по цифры. Конечно, мы готовились. Проверяла эти цифры. Мы готовились. К сожалению, мало информации. В 2002 году вы возглавляете юниорскую сборную России. Как раз для меня тот период очень яркий, я помню. Настя говорит, кто был из первой ученицы у Амины Васильевны как у тренера? Я говорю, скорее всего, Амина Васильевна назовет несколько гимнасток, с которых вы начинали. Это, наверное, Оля Пескишева. Вы вспомните уже, мама там очаровательных, уже 2 сыновей, по-моему, Оля. Оля Пескишева, да. Даша Чернявская, которую, к сожалению, увы, нет, она умерла. Аля Гараева в том числе была. Да. Ты была. Но я после гимнастики, после того, как я решила бросить, я, слава богу, немножко отдохнула. Я позанималась другими вещами, а потом вот пришла в гимнастику, потому что поняла, что это единственное, наверное, то, что мне нравится. А первая ученица, да, Оля Пескишева. Было ли, точнее, было точно сложно стать тренером, и как раз стать тренером, и тогда же рождалась история ЦОПа, то есть это определенная ответственность, ваш тандем тогда с Натальей Владимировной Кукушкиной, да. Еленой Юрьевной Нефедовой. Насколько сложно это был этап, потому что, наверное, заново учили? Ты вот спрашиваешь, насколько сложно. Да ни насколько не сложно, как бы вот я абсолютно относилась это как к нормальному течению. Я не задумывалась о том, что дальше это будет. У нас, опять же, вернусь к нашему тренеру великому, Ирине Александровне Винер. Она, наверное, где-то что-то у нее была в голове, какая-то комбинация, что, чего и как. С нами же было все это не так. Была я, которая я пришла и сказала, что я отстаю в гимнастике, я хочу работать. Нам выделили некое направление Центра олимпийской подготовки, где мы начали работать. Насколько это было сложно, это было интересно, потому что мы сами отбирали детей, по тому, как они нравятся, по своему восприятию. Это было что-то новое, в отличие от того, что, например, я, делала, пыталась попробовать себя на телевидении, и я вернулась в свою стихию, были какие-то амбиции, и хотелось работать. И не задумываться о тем, что это будет вот что-то потом, что-то такое вот гениальное. Исходя, наверное, из вашего опыта, уже больше 15 лет вы как тренер, какой бы совет сейчас тренеру вы дали тогда, наверное, начинающему тренеру Амине Васильевне на тот период? Да любить, в первую очередь любить. Любить детей, любить то, чем занимаешься, и терпение, потому что результат, работая с детьми, он не будет моментальный. Он будет долгим, тяжелым, он будет иногда периодически таким вязким, будешь разочаровываться, у тебя будет не получаться что-то, но именно терпение и любовь к детям. Одной из ваших учениц была Яна Луконина, сейчас она ваш помощник. Очень похожая история про вас и про Ирину Александровну Винер-Усмановой. Подскажите, не кажется ли вам, что есть параллель между двумя историями?
Нет, никакой параллели нет. Ну, я не знаю, если там в это вдаваться, понимаешь, как бы, как мне кажется, что человека, особенно молодого, нельзя насильно взять и притянуть туда, где ему будет нехорошо. Ему можно помочь, ему можно подсказать. Если молодой человек хочет, он придет. Параллель, да нет, никакой параллели нет. На место Яны мог на самом деле быть кто угодно. И мне очень приятно, что как раз со мной Яна, наверное, рядом и есть, потому что сейчас на самом деле тоже очень забавно наблюдать за тем, что когда была Яна, она сейчас уже в качестве тренера, она начинает мне признаваться в таких откровениях, когда говорит, почему вот я не понимала, почему вы там раньше на меня ругались там, или кричали, или вот там заставляли. А когда сейчас у нас ученицы, по большому с ней, общие, когда я уезжаю, она мне помогает, я на них Яну оставляю девочек, маленьких, взрослых, больших, когда она вот попала именно в такой круговорот действий, прям плотных действий, она говорит, понимает, говорит, что я теперь понимаю, насколько вам было сложно И почему? и почему вы делали такие или такие решения. Параллель, ну, нет, наверное, неправильное слово. Возвращаемся к истории, наверное, переходим от Атланта к вашей на данный этап самой яркой точке. Спустя 20 лет после вашего четвертого места в Атланте ваша ученица Рита Мамун становится олимпийской чемпионкой. Наверное, вы уже много раз отвечали на этот вопрос, но какая была ваша первая мысль? И в Рио часто ли вы вспоминали те ощущения, которые были в Атланте? Насколько часто? Да нет, я не вспоминала, я просто Рите приводила пример о том, что у нас тяжелая вообще история была в Рио. Рита заболела, я это много действительно где рассказывала, Рита заболела, и я Рите просто приводила один-единственный пример и говорила, что Ритуль, что ты должна выйти и сделать так, чтобы у тебя к себе не было вопросов, что ты для себя бы честно сказала, я сделала все для того, чтобы выйти и сделать свою работу на отлично. Ты должна вот сама себе сказать в конце соревнований, что я сделала все. Это вот единственное, что было, что я, наверное, Рите рассказывала. Это уже после соревнований, на самом деле, когда я провела параллель тому, что было у нас с Ритой. Это было реально ровно 4 года в эти же даты. И Рита all-around начинала первая, как и я, открывала соревнования, Олимпийские игры первая. И тогда, конечно, я так взялась за голову. Вы поняли, возможно, это, наверное, тогда да, логическое. это вот такая какая-то спираль, которая где-то, наверное, замкнулась. Не хотелось ли после победы Риты, вы понимали, что, скорее всего, она завершит карьеру в скором времени, взять себе отпуск какой-то после Олимпийских игр? Ну, во-первых, я ничего подобного, что Рита там завершила карьеру после олимпийской медали, я совершенно себе это и не представляла. А про отпуск, безусловно, это было понятно, что мы будем отдыхать месяца 2, так уж точно. Не, имеется в виду подольше, может быть, сезон, не сезон, конечно, 4-летие пропустить, но хотя бы год отдохнуть. А вообще от гимнастики? Да. Нет, это нереально. Как это? Ты можешь отдохнуть там 2 месяца, ты можешь 3 месяца, но ты все равно в голове у тебя есть твои девочки, ты можешь в зал не приходить, но голова твоя там. Никак не сезон отдыхать. И вопрос возник, потому что настолько вы пропитаны семьей, и настолько вы гармоничная, тренер, который достиг высоких успехов, но и при этом абсолютно гармоничный и счастливый человек в семье. И из-за этого мы ждали, не то, что ждали, возможно, многие бы поняли, почему вы взяли этот отпуск. Понимаете, я, слава богу, у меня такая семья, что я, не отходя от производства, всем этим и пользуюсь. Просто действительно мы тогда там на месяц, я была поглощена семьей. Но на работу я там вышла ровно через месяц, я успеваю делать все. Если что, это Зюзя, это Фоксик. Приятного просмотра. Вот так, вот это Зюзя, это Фоксик, все. Фильм «За пределом», про него не могу не задать вопрос. Все, кто его видел, никто не остался равнодушным. Я уверена, что вы плакали, когда вы посмотрели первый его раз. Скажите, плакала ли Рита и плакали ли вы при первом просмотре? При первом просмотре, да, у нас была договоренность с продюсерами, что смонтированную версию мы смотрим. И после первого
единственного раза, когда я смотрела в комнате у себя. Не то, что я плакала, я не плакала, я была так глубоко задета, что я очень долго не могла отойти. Да, он задел меня очень сильно. Мое мнение, что нужны такие фильмы нужны, потому что это показывает настоящую художественную гимнастику, потому что это... Нет, ну, безусловно, таких фильмов вообще на самом про спорт, не вот эту картинку, которая, когда выходит, получает золотую медаль, вешают, гимн звучит. Этих фильмов много, да, этих репортажей много, а этот фильм, он, конечно, я думаю, что-то очень многое рассказал о нашем виде спорта, потому что многие, опять же, даже из моих приятели, не говоря уже про вас, молодежь имеется в виду, думают, что выбежала в красивом купальнике, с красивым макияжем, ленточкой покрутила, пробежала под музыку, что фиг вам, все, очень ли все легко. Нет, нелегко, что вот видно, каким трудом, адским трудом это все достается. Я вот даже сейчас на базе у нас в Новогорске тренируется сборная, и я с ними общаюсь, с ребятами, и в том числе с врачом, и когда он зашел в зал и там спросила, сколько мы тренируемся, я говорю, а сколько тренируетесь вы, футболисты, сборная России? Когда он мне говорит, давайте я покажу сейчас свое расписание, он достает мне расписание, значит, у них тренировка ровно 60 минут. То есть ребята на поле находятся 60 минут. Когда он меня спросил, сколько мы находимся в зале, сколько, например, вот моя ученица Даша Трубникова сейчас находится, я говорю, ну пошел 7-й час работы, он так схватился за голову и ушел. Поэтому это далеко, этот фильм как раз показывает, что о том, что насколько тяжелый, кропотливый, через неудачи, через поражение, вот ты приходишь к какому-то завершению. Про футболистов и количество часов, я помню, на сборы Черноголовки, нет, сбор, по-моему, в Квантаево уже были, нет, Чехов это был. Мы начинали бегать, как раз боксеры бежали, мы с ними, у нас была разминка. Утром в 6 утра, потом начиналось ОФП у футболистов, мы с футболистами параллельно, потом у нас был общий зал, начинали гандбол заниматься, и потом у нас начинали прогоны. Все виды спорта уже заканчивали тренировки, и все смеялись. Да, я говорю, художественная гимнастика круглосуточно тренируется. Как вы думаете, этот фильм откроет глаза некоторым родителям, мамочкам, фанатичным таким гимнасток, которые представляют художественную гимнастику, вот как раз только ленточку, купальник? Потому что многие мамы отдают в гимнастику и не подразумевают, что... Нет, безусловно, кому-то он откроет, но мамы зачастую, к сожалению, не такие, то, что ты описываешь. Мамы, к сожалению, основная вот масса, они наоборот другие, они считают, в принципе, наверное, это и правда, что их дети самые талантливые, самые красивые, и им только в художественную гимнастику, и они самые-самые-самые-самые. Далеко не всегда так бывает. И от этого как бы профессия тренера, в том числе, когда нужно правильно и грамотно объяснить маме, где у тебя группа здоровья, где ты ради красивой осанки, красивой фигуры, красиво ты ходишь, и где в какой-то момент начнется труд. Работа, так сказать, на результат. Мамы далеко вот не все это понимают и думают, что вот она пришла, и она должна сразу выйти и занять... И можно на экскурсии в школу поездить потом уже и совмещать хорошо и весело со школой и отдыхать, но, к сожалению, да, в какой-то период надо выбирать. Абсолютно правильно. Скоро в России пройдет первый юниорский чемпионат мира. Вы готовите гимнастку, надеюсь, выступите с Дианой Симошиной. Подскажите, пожалуйста, разницу в психологической и физической подготовке юниорки и сеньорки гимнастки. В чем разница? И, наверное, тренер — это забота. В чем вы заботитесь о юниорках? Никакой разницы вообще нет. Она у тебя большая или она у тебя маленькая. Это такая же ответственность, если ты выходишь выступать и защищать флаг своей страны. Это ответственность что у маленькой, что у большой. Тем более это происходит у тебя на родине. И страх, волнение не присутствует. Что у той, что у той. Просто, наверное, старшая девочка, она, наверное, если уже испытав, что такое чемпионство, поняв вкус победы, она будет, наверное, больше ответственней. И мне кажется, что это надо спрашивать непосредственно у спортсменки. У меня даже этот вопрос больше как тренерский, то есть, юниорки все равно, они более здоровые, как бы поздоровее, крепче, покрепче, а старшие девчонки, все равно там уже здоровье такой фактор, который... это все, опять же, это индивидуально. Если ты ведешь свою девочку, ты знаешь о ней все.
Не мне тебе говорить, что профессиональных спортсменов здоровых не бывает. Не бывает. У кого-то что-то должно болеть обязательно. Просто уровень этой боли, он может быть разный. Он может быть пиковый, он может быть какой-то минимальный, но болеть что-то будет обязательно. И как проходит день рабочий у Амины Васильевны? Как у меня проходит день? В 10 часов мы начинаем, девочки делают хореографию, к 10 часам я подъезжаю в зал, и начинаем мы работать. Начинаем мы работать, девочки, как? Пока вы не сделаете. А когда вот вы сделаете, мы закончим с вами тренировку. Поэтому это может быть за 3 часа, а может быть за 7 и за 8 часов. Очень творческий. Творческий процесс, абсолютно, он бесконечен. А как проходит выходной? В семье с друзьями только так. И тогда, наверное, вопрос про семью. Когда мы готовились и в интервью поняли, что у вас муж, все дети, имена с буквы А начинаются. Есть ли в этом запланированный ход? Нет, да ну какой вход? Не, ну вдруг есть какой-то. Нет, никакой. Это он пришел уже с появлением Аксиньи, когда мы поняли, что, значит, Алексей, Амина, папу звали Анатолий, Арсений, мне очень нравилось имя Арсений. Когда родился Сенька, мы Арсений. А потом, когда, значит, у нас, я была беременна 2-й раз, не понимали, кто. И мне очень нравилась Аксинья или Афанасий, или Анфиса. Вот. И после Афоньки мы как раз поняли, что у нас какая-то есть стабильность в выборе имен. Поэтому давай мы уже не будем никуда отходить влево-вправо. Если у нас родится следующая девочка, например, это будет либо Аксинья, либо Анфиса. Вот родилась Аксинья. Если я не ошибаюсь, это опять история моих времен, песню, которая стала гимном, наверное, московского этапа Гран-при, «Ничего на свете лучше нет». Да, это перекладывал Леша, да. Он, можно сказать, был автором песни, можно сказать, гимна. Он не автором, да, он просто переложил слова. Ну, ты помнишь? Я наизусть ее знаю. Мы ж приходили в зал. В конце, да, на листочках у вас Да, всё на было листочках мы же распечатано. должны были ее наизусть А знать. ты помнишь, подожди, пожалуйста, Да. что там было? Ничего на свете. Последнюю строчку? Надо начать мне. Ничего на свете лучше нет, чем стране родной дарить победу. Знать, что нами истинно гордится наша златоглавая столица. Наша олимпийская столица. Да-да-да-да-да. И мы вам кричали: прыгайте, прыгайте, прыгайте. Да, мы прыгаете. Вот, молодец. Нет, я наизусть помню, и детей тоже заставляю, чтобы они, когда смотрят Гран-при, эту песню пели. Она до сих пор есть? Да, наш кавер для мастеров и юных, до наши сих стены пор. полные трибуны, Потрясающе. наше место только Я вот золотое. в последнее время просто не остаюсь на Гран-при, быстрее Нет, убегаю домой, наверное. А песня живет. Да, это такой, я говорю, гимн московского этапа Гран-при. Уже подходим к концу. Что вы можете посоветовать юным гимнасткам? Такая рекомендация, наверное, нынче новое слово лайфхак. Что я могу посоветовать? Девчонки, опять же, как вот любите то, чем занимаетесь, любите гимнастику, любите, уважайте своих тренеров, не забывайте про учебу, потому что на самом деле, что у вас в голове, это тоже очень важно. Будьте разносторонними, познавайте мир со всех его, так сказать, углов, сверху, снизу, потому что мир настолько интересен, столько можно всего нового узнать. Удачи вам большой в познавании этого хорошего дела. Амина Васильевна, огромное вам спасибо за это интервью. Для нашей команды большая честь, для меня лично большая честь к вам чуть ближе стать на этот период времени. Спасибо, что пустили в гости в ваш дом. Еще раз огромное спасибо за эту возможность юным гимнасткам просвещаться и знать героев, и знать о героях художественной гимнастики. Спасибо. Вам просто сегодня повезло, у меня выходной день. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, смотрите разговоры о гимнастике, любите единорогов. Это все, что я могу сказать. Всем пока!